Каково было управлять космическим кораблем, используя технологии 60-х годов прошлого века? Какая цена Луны для человечества? Обо всем этом можно понять из истории Нила Армстронга. Кто он? Первый человек на Луне. Сегодня я расскажу тебе об этом удивительном астронавте и его полете на Луну. А в конце расскажу, почему человечество возвращается на Луну. Нил Олден Армстронг родился 5 августа 1930 года в семье Стивена Армстронга в штате Огайо, США. Отец Нила был обычным аудитором, а мать справлялась по дому. Нил в семье был не единственный ребенок. У него еще были 2 брата и сестра, которые были младше. Кстати, Нил увлекался авиацией и космосом с детства. Его первый полет на самолете состоялся, когда ему было 6 лет. Будучи еще 16-летним подростком, Армстронг получил свой первый сертификат пилота еще до получения водительских прав. Сертификат летчика-испытателя и другие он получит позже. Он начал свою карьеру в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства в качестве инженера и тестового пилота. В своем знаменитом выступлении перед Конгрессом 25 мая 1961 года Джон Кеннеди поставил перед страной задачу доставить человека на Луну до конца десятилетия. Первый этап лунной программы носил название «Аполлон-1». Во время испытаний на Земле в кабине космического корабля вспыхнул пожар. В итоге погиб весь экипаж. Это произошло 27 января 1967 года. НАСА сделала выводы и провела ряд усовершенствований в конструкции и безопасности космического корабля. Несостоявшийся старт был объявлен днем трагедии. На самом деле были запуски и раньше. Название «Аполлон-1» решено было дать уже задним числом, после пожара, а вот следующему запуску по программе «Аполлон» присвоили официальное название «Аполлон-4». То есть было много промежуточных полетов и проверок, потому, если хотите увидеть полную таблицу полетов, то смотрите в Википедию. Второй этап, Аполлон-7, состоялся в октябре 1968 года, и на этот раз прошел успешно. Корабль совершил 163 оборота по орбите вокруг Земли за 10 дней, и первый раз из прочих пилотировался человеком. Третий этап, Аполлон-8, был не просто пилотируемый полет, а полноценный полет к Луне. Он состоялся в декабре того же года. Было совершено 10 оборотов по орбите вокруг, и затем корабль успешно вернулся на Землю. Понятно, что такое произошло первый раз в мировой истории. В марте 1969 года провели 4-й этап Аполлон-9 для проверки работы лунного модуля, отдельного от аппарата. Он должен был сесть на Луну и взлететь с нее обратно. Генеральной репетицией перед лунной посадкой был уже 5-й этап под названием Аполлон-10, который состоялся в мае 1969 года. Экипаж совершил 31 оборот по орбите вокруг Луны и опустил лунный модуль до высоты 15 километров над лунной поверхностью, но посадку так и не совершил. 6-й этап уже вошел в историю как Аполлон-11. В сентябре 1962 года НАСА выбрала Нила Армстронга в состав новой группы астронавтов. Для участия в лунной программе США были отобраны лучшие из лучших – опытные пилоты, инженеры, ученые, физически и психологически здоровые люди. Нил Армстронг был одним из них. Он имел за плечами более 2000 часов полета на разных типах самолетов, в том числе на сверхзвуковых и гиперзвуковых. Он также имел опыт работы в НАСА как тестовый пилот и инженер. Участвовал в программе Gemini, которая была предшественницей программы Аполлон. До этого Нил уже совершил космический полет Gemini в посадке. Нил Армстронг и его напарник Эдвин Олдрин проводили много часов в тренажерах, имитирующих условия Луны. Также изучали карты и фотографии лунной поверхности, чтобы выбрать оптимальное место для посадки. Конечно, изучали научные аспекты лунной экспедиции, такие как геология, астрономия, биология и физика.
Корабль стартовал 16 июля 1969 года в 13:32 по времени восточного побережья США с космодрома Кеннеди, расположенном во Флориде. Космический корабль состоял из двух частей – командного модуля «Колумбия» и лунного модуля «Орел». На борту находились 3 астронавта – Эдвин Олдрин, который был пилотом лунного модуля, Майкл Коллинз был пилотом командного модуля, того, что должен остаться на орбите, и командир команды Нил Армстронг. Запуск корабля производился на ракете-носителе «Сатурн-5». Полет к Луне длился около 3 дней, в течение которых астронавты проверяли системы корабля, общались с Землей и тому подобное. Если обывателю кажется, что подобные полеты совершаются по прямой, то это не так. На самом деле для такого полета рассчитываются сложнейшие баллистические траектории, чтобы израсходовать минимум топлива за счет гравитационных маневров вокруг планеты. Именно поэтому отличалась длительность полета туда от пути обратно. 19 июля 1969 года в 17:21 корабль достиг Луны и вышел на ее орбиту. Он совершил 30 оборотов вокруг Луны, в течение которых астронавты изучали лунную поверхность и выбирали место для посадки. 20 июля того же года в 13:46 2 члена экипажа перешли в лунный модуль и отстыковались от командного модуля, оставив третьего, Майкла Коллинза, на орбите. Они начали спуск к Луне, который был полон трудностей и опасностей. Команда столкнулась с проблемами в навигации, связи, топливе и компьютере. Они также обнаружили, что первоначально выбранное место для посадки было слишком каменистым и неподходящим. Нил Армстронг решил перейти на ручное управление и поискать другое место для посадки. Астронавты нашли ровную площадку в море спокойствия и мягко посадили лунный модуль на нее. Это произошло в 20:17. Нил заметил, что под кораблем двигается слой лунной пыли, который был поднят реактивной струей прямо из сопел двигателя. Когда аппарат опустился ниже 0,3 метров, видимость стала ухудшаться. Согласно рассказу Нила, мы начали поднимать пыль, и это не были обычные клубы пыли, как на Земле. Пыль над поверхностью Луны сформировала покров, который двигался во все стороны прочь от лунного модуля. Эта пелена движущейся пыли почти начисто закрывала вид на саму поверхность, хотя некоторые особо крупные скалы торчали выше нее. Этот очень быстрый, почти горизонтальный поток пыли вообще не вздымался вверх клубами. Он просто летел прочь от нас во все стороны, как плоский радиальный пласт. По мере спуска видимость становилась все хуже и хуже. Нил визуально довольно хорошо оценивал высоту корабля, несмотря на пыль. Но при этом астронавтам из-за пыли было сложно оценивать их продольную и поперечную горизонтальную скорость. Единственное, что спасало, это крупные холмы и камни, выступающие над слоем движущейся пыли. Им приходилось пристально вглядываться поверх, ища визуальную зацепку. С сегодняшними технологиями это было бы сделать намного проще по специальным приборам и камерам, которые видят сквозь пыль. В те времена приходилось ориентироваться на интуицию и личный профессионализм. Это было неимоверно трудно. Далее Олдрин сказал: «А потом, когда я оказался над точкой посадки, все, что понадобилось, это сравнительно медленно опустить вниз ЛМ, лунный модуль, удерживая его от заметного сноса вперед или в стороны. На отметке 15 метров я посчитал, что у нас все получилось, даже несмотря на то, что топливо было на исходе. Мне казалось, что аппарат сможет выдержать падение с такой высоты благодаря амортизаторам из деформируемой пены в посадочных опорах. Не то чтобы я хотел уронить его с такой высоты, но теперь ниже 15 метров я уверился, что уже все в порядке». Нил сказал по радио: «Хьюстон, здесь база Транквилити, Орел сел». Это была первая посадка человека на Луну в истории человечества. 21 июля 1969 года в 02:56 Нил Армстронг открыл люк лунного модуля и спустился по лестнице на лунную поверхность. Он стал первым человеком, который ступил на Луну. И то, что вместе с ним приземлился Олдрин, для истории не имеет значения. Он все равно будет считаться вторым номером. Ну а все лавры, конечно же, номеру 1.
Такая несправедливость встречается и в спорте, где второй номер может опоздать на долю секунды, и в науке. Ничего с этим не поделаешь. Армстронг поставил свой левый ботинок на лунный грунт и произнес знаменитые слова: «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества». Через 19 минут после Армстронга на Луну вышел его напарник. Команда установила на Луну американский флаг и оставила памятную плакетку с подписями астронавтов и президента США Ричарда Никсона. Кеннеди до этого момента не дожил. Также они оставили там металлический диск с посланиями от 73 стран мира. Для кого? Ну, скорее всего, для будущих поколений, навряд ли для пришельцев. А вы как думаете? Напишите свое мнение в комментариях. Хотя слухи про то, что на обратной стороне Луны живут пришельцы, существуют до сих пор. А ведь сегодня достаточно снимков обратной стороны Луны, да и много беспилотных аппаратов туда спустилось. Нил и Эдвин собрали несколько образцов лунного грунта и камней. Также Олдрин сделал несколько фотографий Нила Армстронга на Луне. Они рассказывали, насколько было необычно ощутить малое притяжение Луны, которое позволяло им прыгать и бегать по поверхности спутника Земли. Его напарник Эдвин Олдрин описывал в своей книге, как странно было чувствовать тишину и одиночество, которые царили на Луне. Но при этом ощущалась гордость и счастье, которые испытывали от своего достижения. Они рассказывали, что когда ты физически так далеко находишься от дома, то на тебя накатывает неописуемая любовь к своей родной планете, которая светилась на небе. Это были первые люди, которые увидели Землю с Луны. В 17:54 они вернулись в лунный модуль «Орел» и закрыли за собой люк. Нил и Эдвин подготовились к взлету с Луны и воссоединению с Майклом Коллинзом на орбите. 21 июля в 13:54 аппарат взлетел с Луны и успешно состыковался с командным модулем «Колумбия». Теперь вся команда героев в сборе была готова к возвращению на Землю. 22 июля 1969 года в 16:55 астронавты покинули орбиту Луны и направились к Земле. Обратный полет к Земле был на сутки короче и составил около 2 дней, в течение которых астронавты проверяли системы корабля, общались с Землей и отдыхали. 24 июля в 16:50 по времени восточного побережья США корабль вошел в атмосферу Земли, преодолевая сильное трение и нагрев. В 16:51 корабль выпустил парашюты и снизил скорость. В 16:52 аппарат совершил мягкую посадку в Тихом океане в 1500 километров от Гавайских островов. Астронавтов встретили и подняли на борт авианосца «Хорнет», где их ждали представители НАСА, президент США Ричард Никсон и журналисты. Лунная посадка Аполлона-11 вызвала восторг и восхищение у миллионов людей по всему миру, которые следили за ходом миссии по телевизору и радио. Как и когда-то Юрий Гагарин, первый человек, полетевший в космос, астронавты также совершили множество поездок и визитов по всему миру, где встречались с лидерами, учеными, знаменитостями и обычными людьми. Однако после полета на Луну жизнь продолжается дальше, и астронавт становится перед выбором – почивать на лаврах, либо заниматься чем-то другим. В 70-х годах Нил Армстронг решил продолжить свою карьеру в инженерной сфере и машиностроении. Основным вкладом Армстронга в самом НАСА считается поддержка новой технологии электронного дистанционного управления полетом. В то время он уже был заместителем начальника отдела по аэронавтике. А центра этими словами он по сути вогнал в краску. Они признались, что даже и не думали о такой возможности. Эта технология была также применена при разработке новой системы управления самолетом F-8C Crusader. Лунная программа США не закончилась после Аполлона-11. Она продолжалась до 1972 года, когда состоялся последний пилотируемый полет к Луне – Аполлон-17. Всего было совершено 6 лунных посадок, в которых участвовали 12 человек. За все время они пробыли на Луне около 80 часов,
и собрали около 380 килограммов лунных образцов. Астронавты установили на Луне различное научное оборудование, которое позволяло изучать Луну и космос Земли. В том числе был установлен уголковый отражатель для замера лазером расстояния от Земли до Луны. Лунная программа США была прекращена из-за высоких затрат, низкого интереса общественности и политических причин. В НАСА снова заговорили о Луне после того, как Китай обнаружил там гелий-3. А это идеальное топливо для ядерного синтеза. Есть все основания считать, что это может произвести революцию в энергетике. Ведь ядерный синтез гораздо эффективнее атомной энергетики и чище в плане экологии. По сути, лунная гонка уже началась между тремя странами – США, Китаем и Индией. Россия тоже заявляет о своих планах, но пока терпит неудачу за неудачей. На сегодня гелий-3 не добывают на Земле и природных источников, так как в этом нет смысла. В атмосфере Земли этого вещества содержится 0,137 миллионных %. По разным экспертным оценкам ученых, содержание гелия-3 в лунном грунте может быть от 0,5 до 2,5 миллиона тонн. Этого хватит на 5000 лет на энергетические потребности всего земного населения. А если учесть, что с 2060-х годов население начнет уменьшаться, то и того дольше, и это только на одном ядерном синтезе. А ведь существуют и другие способы получения энергии, и они развиваются. По мнению экспертов, гелий-3 и продукты его распада абсолютно безвредны для экологии относительно современного ядерного топлива. О Луне мы еще услышим, и лунные базы вполне могут перейти из разряда фантастики в повседневную реальность. На этом у нас все. Всем пока!